Всем приветик! Сегодня поговорим не о полезностях, а об ошибках, которые можно совершить по незнанию. Лимонная вода может оказаться самым простым чудом, которое вы способны подарить своей печени каждый день. Говорят, согласно исследованиям, этот солнечный напиток способен уменьшить жировые запасы в печени всего за пару недель и даже снизить признаки ее усталости более чем на четверть. Но вот в чем загвоздка. Если допустить несколько ошибок, о которых сейчас пойдет речь, это маленькое волшебство может вовсе исчезнуть. И вместо того, чтобы поддержать свой организм, можно нечаянно ему навредить. Встречайте кислинку, она нам откроет глаза на ошибки, которые не надо допускать. Всем приветик, я готова к вопросам. Отлично, кислинка, начнем, давайте! Представьте, вы готовите лимонную воду, но делаете ее слишком робкой. Пара капель в большом стакане, и перед вами уже не эликсир, а просто вода с легким намеком на лимон. В таком напитке почти не остается тех самых активных веществ, которые помогают печени справляться с нагрузкой и защищать себя. Они помогают организму расставаться с лишним жиром и мягко запускают внутренний процесс очищения. Правда? Расскажи, как это работает. Конечно, лимонная кислота стимулирует метаболизм и выводит токсины. Это потрясающе, спасибо. Поэтому, если лимона слишком мало или вы обходите стороной его кожуру, вы будто оставляете большую часть пользы за дверью. Теперь я точно буду использовать все целиком. А ведь настоящая сила скрывается не только в соке, но и в мякоти, и даже в кожуре лимона. Ведь именно там прячутся соединения, которые словно маленькие стражи оберегают клетки печени. Но и здесь есть другая крайность. Слишком много тоже не волшебство, а уже перебор. Если использовать больше 1-2 лимонов в день или слишком концентрировать сок в стакане, напиток может начать действовать наоборот. Иногда после вкусного на кислого появляются неприятные ощущения. Тяжесть в желудке, вздутие, изжога, чувствительность зубов или даже легкая головная боль. Будьте осторожны! А лучший баланс – это половина или 1 целый лимон на стакан воды, примерно 240-300 мл. Свежие лимоны подходят лучше всего. А чтобы они дольше сохраняли свою солнечную силу, храните их в холодильнике, в контейнере или даже в кувшине с водой. Если под рукой только лимонный сок, ничего страшного. Добавьте 1-2 столовые ложки в воду, и напиток все равно будет полезным. Пейте такой напиток спокойно, без спешки. Главное здесь не количество, а регулярность. Итак, давайте подведем итог. Итак, для полезной лимонной воды: первое. Используй свежие лимоны. Второе. Половины или целого лимона достаточно на большой стакан воды. Третье. Выпивай 2 стакана такой воды в день, а самое главное – пей регулярно. Мы продолжаем. Ошибка номер 2. Как правильно пить лимонную воду? Многие готовят лимонную воду и тут же выпивают ее одним глотком, словно спешат догнать уходящий поезд. Да, даже так она остается полезной. Но если вы хотите раскрыть все ее тихое волшебство, стоит знать один секрет. Когда вы пьете ее сразу, вы получаете в основном вкус. Легкий, освежающий, но не самый глубокий. А вот настоящие сокровища – витамин С, антиоксиданты, ароматные масла из кожуры – раскрываются не сразу. Им нужно немного времени, чтобы перейти в воду и наполнить напиток своей силой.
Если не дать этому случиться, часть пользы так и останется внутри лимона, не дойдя до вас. Поэтому лучшее, что можно сделать, это дать воде настояться хотя бы 5-10 минут. Пусть лимон немного поговорит с водой, поделится с ней. Тогда напиток станет гораздо насыщнее и полезнее. Ух ты, как здорово! Если вы используете готовый лимонный сок из бутылки, старайтесь выбирать более натуральные варианты. Но все же, если есть возможность, возвращайтесь к настоящим лимонам. Да, настоящий лимон навсегда лучше! Свежий лимон как живой источник. В нем больше силы, больше пользы и меньше всего лишнего. Совершенно согласен! Бутилированный сок проходит обработку, из-за которой часть витаминов теряется, а иногда в нем прячутся добавки, которые вовсе не нужны вашему организму. А свежий лимон, напротив, отдает воде все самое ценное, особенно если дать ему немного времени настояться. Подведем итог второй ошибки или второго совета. Обязательно дайте лимонам время, чтобы отдать полезности в воду. Всего 5-10 минут и готово. Ух ты, теперь знаю! А теперь одна из самых незаметных ошибок. Она прячется не в том, как вы готовите напиток, а в том, когда вы его пьете. Вот, попробуйте. Представьте, что ваш организм – это маленькое королевство, где все работает по своим законам и ритмам. Смотрите, как клетки трудятся, река жизни течет, а сердце бьется в ритме. Когда вы начинаете есть, в этом королевстве запускается важный процесс. Желудок разжигает свой огонь, чтобы переработать пищу и извлечь из нее все необходимое. И вот в этот момент вы добавляете лимонную воду. Если пить ее прямо перед едой или во время нее, она может немного разбавить этот огонь. Пищеварению становится сложнее работать в полную силу. В результате пища может перевариваться не так эффективно, как могла бы. Организм тратит больше усилий, а пользы получает меньше. И выходит, что вместо того, чтобы помочь себе, вы слегка сбиваете естественный ритм этого внутреннего процесса. Иногда это может проявляться как легкая тяжесть, ощущение перегруженности или не до конца комфортное пищеварение. Вот как этот большой раздутый живот. Поэтому лучшее время для лимонной воды – это паузы между приемами пищи. Все верно, Всезнайка. Спасибо, что рассказала о третьей ошибке. Все верно. В такие моменты напиток работает мягко и спокойно, не вмешиваясь, а наоборот поддерживая организм. Он словно тихий помощник, который приходит вовремя и делает свое дело незаметно, но эффективно. Ну что же, мы разобрали третью ошибку. Теперь вы знаете, что лимонную воду надо пить между приемами пищи. Ну что же, продолжим. И мы готовы рассказать вам о ошибке номер 4. Есть еще одна тонкость, о которой часто забывают – температура воды. Некоторые заливают лимон кипятком, словно хотят ускорить процесс и сделать напиток сильнее. Но в этой спешке часть полезных веществ может просто исчезнуть, будто испариться вместе с паром. Но ведь слишком холодная вода, как прохладный ветер для внутреннего мира организма, она может замедлить процессы и вызвать легкий дискомфорт, особенно если желудок чувствительный. Да, все верно. Поэтому идеальный вариант – это, конечно же, теплая вода. Не горячая, не холодная, а мягкая, словно утренний воздух. О, понимаю! В такой воде лимон раскрывается спокойно и полно, а организм принимает напиток легко
и без лишнего напряжения. Мы узнаем все больше и больше. Теперь мы можем исправить еще одну ошибку. Да-да, запомните, лимон кладем только в теплую воду. Правильно, кислинка. Теперь все знают главный секрет. Да-да, только теплую воду для лимона. Ну вот мы и подошли к последней, пятой ошибке употребления лимонной воды. Да, это самая тихая ошибка — нерегулярность. Иногда люди вспоминают о лимонной воде редко, как о старом знакомом, с которым давно не виделись. Выпьют стакан и снова забывают на дни или недели. Но такие редкие встречи не дают настоящего эффекта. Да-да-да, этот напиток работает не как мгновенное заклинание, а как мягкая привычка, которая день за днем накапливает свое действие. Когда вы возвращаетесь к нему регулярно, он начинает по-настоящему поддерживать организм, спокойно, постепенно, без лишнего шума. Лучше всего вписать его в свой день, например, утром после пробуждения или в промежутках между едой. Так лимонная вода становится частью ритма в воде. Ну вот мы вам рассказали о лимонной воде. Лимонная вода – это не просто напиток, а маленький ежедневный ритуал. Если делать его с вниманием, не слишком мало и не слишком много давать настояться, выбирать подходящее время и сохранять регулярность, он раскрывается совсем по-другому. Ох, Кинка, это так интересно! И тогда это уже не просто вода с лимоном, а тихая поддержка для организма, которая работает мягко, но уверенно. О, я понимаю, это как магия, но для здоровья. Да, как будто вы каждый день добавляете в свою жизнь немного простого, светлого и полезного волшебства. Маленькая капля каждый день, и все становится ярче. Вот вы и узнали основные принципы употребления лимонной воды, а мы вам напомним. А у нас есть еще много разных секретиков для вас. И мы с друзьями будем рады видеть вас снова. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и приходите к нам на канал. Мы будем очень рады. До встречи!